Есть такая прекрасная традиция. Каждый год, где-то в конце декабря, я захожу на кухню, начинаю готовить и снимаю это на видео. Сегодня именно такой день, а значит, скоро Новый год. И мы снова будем готовить русское блюдо. На этот раз оно не новогоднее, а просто такое вот русское блюдо. И это будут пельмени. Вы меня спросите: Маш, а ты часто готовишь пельмени вообще? И я вам отвечу: ни разу не готовила, ни разу. Вот сегодня будет первый раз. Наливайте себе чашечку чая и желаю вам хорошо провести ближайшие несколько минут, а может быть и часов. Пельмени — это вообще блюдо не очень-то сложное, да? Там всего лишь две части — тесто и мясо. Но их тоже нужно подготовить, а потом соединить. Для теста нам нужна мука, нам нужна соль, это соль, не сахар. Да, я проверила в этот раз. Яйца, 1-2 яйца, сейчас мы посмотрим. И вода. Хорошо, для начинки. Начинка — это то, что внутри пирожка, пельменя, пирога и так далее. Для начинки нам нужно мясо, фарш, говядина, свинина. Нам нужен лук, соль, перец и все, собственно, все. В конце, когда мы будем уже подавать пельмени, если у нас что-нибудь получится с вами, нам понадобится сливочное масло и сметана. Так, давайте начинать. Я только себе заварю чай. Вы же знаете, я очень чаевничный, чайный человек. Значит, чай есть, все есть. Хорошо, можем начинать. Можем начинать, дорогие мои друзья. Нам нужно примерно 500 граммов муки. Сыпем. Насыпала ровно на отметке 500. Вот это у меня глазомер. Итак, мука в кастрюле. Кастрюля. Мука. Яйцо. Рецепт клянется, что одного яйца будет достаточно. Мы с вами верим рецепту, правильно? В темпе, давайте-ка. Побыстрее, пожалуйста. 1 чайную ложку соли. Чайная ложка, то есть маленькая ложка. Почему чайная? Ну, наверное, потому что этой ложкой обычно накладывают сахар в чай. Вот. Воды написано 200 миллилитров. Ну, вот это примерно 200 миллилитров. Кто со мной уже давно готовит, вы знаете, что я обычно все делаю на глаз. Замешиваем. Посмотрим, что получится. Пока я замешиваю тесто, ребят, расскажите, как вы, что вы, где вы? Учите ли вы, продолжаете ли вы учить русский язык? Или вы вообще русскоязычный человек? В последнее время на моем канале много русскоязычных. Я смотрю, у меня прямо новая аудитория появилась такая целая. Так, ну что, какое-то у нас тут что-то получилось. Вот такое вот плоское тесто, не прилипает к рукам. Очень такое приятное. Все, пусть оно стоит, отдыхает. Мы займемся чем? Начинкой. Начинкой мы займемся. Мясо, свинина и говядина. Я взяла как-то побольше, чем сказано в рецепте. Но ничего, вы знаете, я думаю, так будет даже вкуснее. Больше мяса лучше. Правильно? Да. Я тоже так думаю. В мясо сразу добавим соль, перец. Слушайте, я откладывала этот момент до последнего. Я имею в виду момент, когда нужно резать лук. И, пожалуй, отложу еще. И вместо этого попью чайку. Смотрите, из какой чашечки я буду пить чай
сегодня? Чай зеленый, для тех, кто интересуется. Чай зеленый из Португалии. Кстати, скоро Новый год. У меня аудитория из разных стран. И, например, в Турции Новый год не так уж празднуют. Только молодое поколение, насколько я знаю. У меня есть подписчики из Китая. Я это все знаю, но все равно я решила, и каждый год я это делаю, создать какое-то особое настроение под Новый год, под Рождество. Все-таки, как ни крути, зима — это время такое вот замирания. Это ощущается как конец какого-то периода и начало нового. Вне зависимости от того, отмечают в вашей культуре Рождество и Новый год примерно в эти даты или нет, почему бы не присоединиться к нашему вот этому празднику, к тому празднику, который я устроила у себя в блоге. А в блоге у меня сейчас Адвент Челлендж. Каждое четное число месяца я публиковала какое-то задание, и сегодня в этом видео вас ждет новое задание. Но не сейчас, не сейчас. Это новое задание я озвучу в неожиданный момент. Это такой прием, чтобы вы продолжали смотреть мое видео. Ладно, можно откладывать неприятные моменты сколько угодно, но однажды придется это сделать. Придется резать лук. Ух, как я быстро справилась, смотрите, даже не заплакала. Еще, знаете, давайте добавим яйцо в мясо, в начинку. В рецепте этого нету, но я вот думаю, яйцо ведь связывает. Правильно я рассуждаю? И вообще, это вкусно, почему бы нет? Добавим яйцо. Знаете, есть такое правило, если делать немножко не по рецепту, каждый раз получается по-разному. С сюрпризом. Так, дружочки, друзья, я сейчас пошумлю, немножечко пошумлю. Я включу миксер, вот, и измельчу и без того измельченный фарш. В общем, хочу сделать начинку нежной, поэтому я сейчас нажму на паузу, чтобы вы не слушали шум. Фу! Все в мясе, я в мясе. Но фарш получился такой вот, как крем, нежненький. Ой, как-то вот сейчас именно лук начал поступать мне в глаза. Раскатываем тесто и делаем из него такой тонкий блин. А теперь берем стакан и вырезаем из этого блина кружочки из теста. Вот такие. Итак, у нас уже есть 5 кружочков. Такое блюдо, которое лучше всего делать вместе с кем-то. Я вот делаю его вместе с вами. Видите как? Конечно, когда я готовила сложные блюда, вообще, если такое случалось в моей жизни, то я просила всех выйти из кухни, чтобы мне никто не мешал. Во время того, как я готовлю, лучше на кухню не заходить, потому что я в таком, знаете, состоянии, то ли творческом, то ли шизофреническом. Не буду вас долго томить, ладно, так и быть, расскажу вам новое задание нашего адвент-календаря. Пойти в русский магазин в вашем городе, купить что-то русское и скушать, съесть. В русский магазин, в русский ресторан. А для тех, кто участвует в нашем адвент-челлендже вообще на максимум, а есть такие люди, которые прям присылают все задания, да еще и как, вот для вас отдельное задание. Попробуйте приготовить что-нибудь из русской кухни. Отчеты можете присылать мне лично на почту, в Инстаграме. Можете делиться этими отчетами у себя в социальных сетях и отмечать меня. У меня каждый раз готовка — это как вид спорта какой-то. Я вся в тесте и мясе. Но
Но у нас с вами готовы вот такие обаятельные кружочки из теста. И начинка тоже готова, фарш мясной. А значит, мы можем лепить пельмени. И сейчас вы наконец увидите, что такое пельмени, ну или во всяком случае, как я их себе представляю. Поехали. Мы берем чайную ложку, ну такую приличную чайную ложку, начинки и пытаемся защипить пельмень с обеих сторон. Получится ли у нас это сделать? Вот в чем вопрос. Поближе покажу. Вот таким вот образом. Мы их соединили, чтобы тесто не расклеилось. Видите, вот так. И последний штрих, чтобы это было похоже не на вареник, потому что вот это так выглядит вареник, а на пельмень, мы соединяем вот эти части теста. Получается пельмень. Кстати, вопрос. Викторина. Пельмень. Это он или она? 3, 2, 1. Пельмень – это он. Вкусный, сочный, жирный пельмень. Вообще, декабрь у меня всегда это очень насыщенное время. Кто-то на улице там шумит. Все-таки решила проводить адвент-календарь у себя в блоге. Но это тоже занимает время, как вы понимаете. Я совсем не успеваю показывать результаты студентов, хвастаться моими звездочками, показывать их. А там на самом деле есть чем хвастаться. И вот собака какая-то подтверждает это. Ну ладно, на собаку не будем злиться. Собаки — это святые существа. На собак мы не злимся. Во-первых, университетские студенты. Мне очень повезло. В этом семестре у меня было 2 ассистентки. Русскоговорящие девчонки. Да, то есть носители русского языка. Короче, мои университетские студенты. Каждый, понимаете, каждый имел возможность пообщаться с носителем русского. И они там регулярно встречались, гуляли, снимали видео. И вот я думаю, когда я всем этим поделюсь, так хочется их показать. На самом деле, такие молодцы. Вообще, мне кажется, это вас вдохновит, ребята. И вот, наверное, на следующей неделе я выделю на это несколько дней и прямо в сторис у себя в Инстаграме буду показывать их. Смотрите, какой красивый пельмень. Еще меня очень радуют мои шедуеры. У нас там такая группа сформировалась, знаете, ну, уже много недель, даже месяцев, у нас там одни и те же люди. И мы уже все друг друга знаем, друг к другу привыкли. Люди там переписываются между собой, там свои процессы какие-то происходят. И вот недавно я немножко изменила формат шедоуинг-чата. Самое главное, теперь студенты, шедуеры записывают видео, где они повторяют за носителем. То есть это вообще level up. Вот кто из вас записывал видео когда-либо в своей жизни, вы, наверное, знаете, что это немножко стресс. Особенно, когда не привык к этому. Ну, это всегда немножко тонус какой-то, да, и говорить на видео, на камеру, на иностранном языке, это сразу откат назад по произношению, по всему, знаете. То есть это такое усложнение задания прямо, но ребята пошли и на эту мою авантюру, присылают видео, и я вот очень хочу с вами тоже поделиться этим. Вообще, очень важно, ребята, в жизни рубрика «Мудрости от Маши». Слушайте внимательно меня. Слушайте. Ой, я тут пельмени испортила. Мудрость 1. Пока готовишь, лучше помолчать. Мудрость 2, друзья. Знаю по себе, вот, и по своим студентам, конечно, тоже. Очень важно замечать свои результаты
и радоваться им. Вот замечать результаты и класть эти результаты себе в карман. Вот они ваши результаты. Это очень важный навык, которому нужно учиться некоторым. Не все умеют это. Я и про себя в том числе. В роли преподавателя у меня это делать не то, что получается. Я это делаю, как дышу. Это для меня очень естественно. Кстати, не так давно получила от своего дорогого студента такое прекрасное сообщение одно о том, что вот я отличаюсь от многих преподавателей, как бы это ни скромно не звучало сейчас, именно тем, что замечаю и радуюсь, вот искренне радуюсь любым маленьким, большим результатам студента. Ну что я могу сказать? Это правда. Это правда. Вижу, замечаю. Особенно сейчас, когда я сама нахожусь в ситуации, я в стране изучаемого языка, я приехала сюда с нулевым венгерским, вокруг меня носители. И, знаете, одно дело учить иностранный язык, чтобы сдать какой-то экзамен А2, и ты знаешь примерно, какие там будут задания. А другое дело учить иностранный язык, чтобы общаться с носителями, которые никогда не предупреждают тебя, что они скажут, с какой скоростью, с каким сленгом и грамматикой и так далее. То есть, невозможно подготовиться ко всему, невозможно. И ты постоянно попадаешь в ситуации, когда ты не понимаешь ничего. Или понимаешь мало, меньше, чем ожидал и так далее. И вот в этой ситуации я еще больше начала ценить малюсенькие даже результаты. Вот поняла слово «молодец», «ой, как здорово», «как круто, что я его выучила». Мне сказали, что у меня хорошее произношение. Молодец, молодец. И, конечно, наверное, я транслирую это для своих студентов. Пельмени. Я вообще, в принципе, в целом буду рада, если вы напишите какой-нибудь комментарий под этим видео. Мне вообще будет приятно, что вы там смотрите, вам нравится и все такое. Ваше мнение мне интересно, понимаете, да? Но давайте еще так, я вам задам конкретный вопрос. Напишите в комментариях, почему вы молодец в этом году. Напишите про какой-нибудь свой результат. Большой или маленький, неважно. Вот не важно. Люди с большими результатами отличаются от людей с маленькими результатами только тем, что люди с большими результатами реально видят свои результаты, как будто они огромные. Вот, понимаете? А люди с маленькими результатами любые результаты преуменьшают. Это была третья мудрость от Маши. Я радуюсь любым результатам вашим. У меня вот кто-то там переехал, я очень радуюсь. Да? У меня есть студент, который переехал в Россию, например, открывает там бизнес. Слушайте, здорово. Кто-то наконец-то, впервые за долгое время нашел русского друга, подружился с русским человеком, созваниваются, дружат, общаются на постоянной основе, собираются в путешествие вместе. Представляете? Как здорово. Кто-то купил дом. И в этом тоже русский язык помог. Я вообще люблю очень Новый год и вот это предновогоднее время, потому что это время, когда я подвожу итоги, а я обожаю подводить итоги. Подводить итоги и строить планы на будущее. Обожаю это делать. Такой жирный итог, это, конечно, Russian Shadowing Chat. Это формат, который родился из ниоткуда. Вообще ни у кого, нигде я его не видела, нигде. Изначальная идея была у меня немножко другая. Я ожидала, что это будет такой более массовый формат. Сейчас это формируется в какую-то такую закрытую группу, в закрытый клуб для
тех, кто хочет говорить по-русски красиво. Слушайте, время у нас сколько? 3 еще нет, а уже чувствую, как солнышко уходит. Кстати, получила недавно такой вопрос в Инстаграме, мол, как вам, мне отправить подарок? Могу ли я дать адрес, чтобы мне отправить какой-то подарок к Новому году, видимо? Неожиданно, очень приятно. Я вообще очень люблю и ценю подарки от студентов. Я их храню, я их перевожу из России в Венгрию, из Венгрии в Россию. И вот, кстати, например, вот это подарок от студентов, от моих, кружка рождественская. Вот эта доска декоративная, это тоже подарок от студента, который в этом году приехал в Венгрию, и мы встретились, гуляли. Что далеко ходить? Вот эта книжечка, в которую я постоянно смотрела за рецептом, это тоже подарок от студентов. Закладка в этой книжке, это тоже подарок от студентов. Это для меня память, это для меня большая-большая ценность. Но, ребята, вот в онлайне я еще не получала подарков, если честно. И не очень представляю, как это организовать разумно, потому что я бы не хотела делиться своим адресом онлайн, понимаете? Но если вдруг у вас есть желание отправить мне какой-то подарок, слушайте, давайте подумаем, как это сделать, я не знаю, напишите мне. И на всякий случай под этим видео давайте я оставлю ссылку на, наверное, Boosty, там есть функция «Донат». То есть можно отправить какую-то сумму, типа, в качестве подарка. Вот. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, человек писал мне не потому, что он хочет отправить мне деньги, а, наверное, у него есть идея конкретного подарка. Но, не знаю, давайте пока так сделаем. Если у вас есть желание поздравить меня с наступающим Рождеством, Новым годом, поблагодарить меня за этот год, да, то вы можете это сделать по ссылке в описании к этому видео. Ребят, вы даже не представляете, как это приятно. И тут дело даже не в материальной ценности, да, а в самом жесте. Я продолжаю лепить наши прекрасные, красивые, просто невероятные пельмени. Ну что, в качестве итога, что я вам могу сказать, мои дорогие друзья? Выполняйте задания адвент-календаря, не ленитесь, друзья, поверьте, это поднимет вам настроение. Участвуйте в розыгрыше призов, кстати, регистрируйтесь, и вы можете выиграть приз. Один из призов – это 1 месяц в шедоуинг-чате, кстати говоря. Приглашаю вас к себе вообще на Patreon, на Boosty. Подписывайтесь. У меня там вышло несколько очень полезных, интересных уроков. Мы разбираем живые диалоги, разговоры на русском языке. Давайте я вам покажу вот эту красоту. Ну какая красота! Потом я буду варить эти пельмени и в конце уже покажу все, финальный результат. Приятного аппетита!